Всем привет! Меня зовут Юля, канал Ауникири. Так получилось, что я долго не выходила на связь. Просто сейчас у нас в городе все очень сложно, проблемы со светом и вообще напряженная обстановка. Но самое тяжелое — это у Вилли сейчас серьезные проблемы со здоровьем. У него выявили почечную недостаточность. Потому сейчас все мои силы и мысли уходят на заботу о нем. Извините, что пропадаю. Снимаю только тогда, когда есть свет и хоть немного сил. Спасибо огромное, что поддерживаете нас. Ваши добрые слова сейчас для меня очень важны. А этот влог я снимала кусочками, что удавалось связать и снять за это время. Так что ж, давайте покажу, что у меня получилось. От Вилли вам привет. Связала таких мишек. В этот раз они не в натуральных цветах, а в цветах таких нежных, детских, можно так сказать, и напоминающих мне какие-либо десерты или вкусняшки. И украсила их по своему усмотрению. Этому в лапки прикрепила мороженку, вот такую. Этому в лапки сердечко. Это как будто девочка. Такая нежно-розовая, с розовыми глазками и розовым сердечком. Такого связала в нежно-мятном цвете. Такой тоже детский оттенок. В сочетании с таким бантиком нежно-сиреневым в клеточку. Тоже серебристые глазки. И это единственный медведь, кому я решила попробовать подрумянить щечки. В темном виде тут и либо вышивать, либо вообще ничего не делать, так как будет слишком грязный цвет. То есть такая техника подходит только светлым игрушкам. Розовым я решила вообще не подрумянивать, потому что они сами по себе розовые. Так, следующий. Такая девочка, комплект к мальчику. Можно их парой продавать. Будет как будто влюбленная парочка. Так как это мальчик, а это девочка. Тоже с розовым бантиком в клеточку. Этот еще один с сердечком, но только глазки уже другого цвета. Серебристые, но тоже нежно-розового цвета. И два с кексиками. Тоже любители покушать сладости. Такие два красавчика. Ростом получается, как и обычно, около 9-9,5 сантиметров в высоту. Глазки трапециевидные, глиттерные, 12 миллиметров, а носик 6 на 8 миллиметров. А такие вот фигурки, вкусняшки я делаю сама. А эти фруктики — это специальный декор для ногтей, тоже сделаны из полимерной глины. Всякие фрукты и овощи, возможно, связаны по бесплатному мастер-классу от Даши. В будущем еще хочу таких связать в желтых цветах, в нежно-желтом, таком светло-лимонном, в сиреневом, нежно-сиреневом и, возможно, просто голубом, чтобы было разнообразие. По заказу мне нужно было связать 50 белочек. Сколько поместилось на стол, столько я вместила. Остальных покажу так. Конечно, все они одинаковые. Примерно, хоть и выражение мордочки чуть-чуть может отличаться. Но в основном всех их я вязала в одно и то же время. Глазки у всех одинаковые, 10 мм, носик 6 на 8. И почти у всех вот такой пушистый хвостик. Хвостик я вяжу так же, как по мастер-классу, просто из пушистой пряжи. А также по ходу вязания я его зацепляю вот тут вот, чтобы не пришивать, а сразу прихватываю его при вязании. Ну, в конце вязания нужно чуть-чуть прихватить ушки, сделать кисточки
прикрепить носик и вот это крепление для брелка. Вяжу их по платному мастер-классу от Татьяны, мастерская Алекста. Серия пампушки. Такие красивые там белочки. Довольно-таки реалистичные и милые. Такие маленькие малышки. Вяжу их из пряжи Woolens Bunny Baby. Ростом они получаются 9, где-то 9 сантиметров они выходят. Все равно маленькие, миленькие. И круглый год они в спросе. Я думаю, что белочек люди любят так же, как и лисичек. А лапки я ей вяжу из более тонкой пряжи, из китайского велюра. Кисточки из акриловой пряжи. Вяжутся довольно-таки быстро и получаются милыми. Да, еще и щечки вот эти белые я тоже из китайской велюровой пряжи вяжу, чтобы они были не такие массивные. Мне нравится, чтобы мордочка смотрелась более аккуратной и не такой прям выпуклой, если так можно сказать. Конечно, можно было просто меньше шишечку делать из меньшего количества столбиков. Но мне нравится, как смотрится этот вариант, потому я вяжу так. Уже давно хотелось мне попробовать связать одно чудо мультяшное. Когда увидела, что у Любовь из канала Любовь Вязания появился мастер-класс на эту зверюшку, то я сохранила и думаю, обязательно когда-то свяжу. Мне очень хотелось попробовать его связать. Когда-то в своих первых еще видео, во втором вроде бы, я показывала вам олененка. Это была такая игрушка около 25 сантиметров. Этот олененок из аниме, из мультика аниме One Piece. И он там является доктором на их корабле, на пиратском корабле. И я связала это чудо маленькое. То есть это уменьшенная версия этого олененка. Но тем не менее он такой милый получился. И такой радостный, жизнерадостный. По мастер-классу, а также по канону, вот штаники должны быть бордовыми или темно-красными. Но у меня не было такого цвета, потому я использовала, получается, фуксия, или как этот цвет называется. В общем, цвет пиона. Мне напоминает этот цвет пиона. А шляпка вот в светло-розовом цвете, как и в мультике. Такие маленькие рожки у него, ушки. Также я вышила ему вот такую радостную улыбку, так как вот везде он в мультике и вообще на картинках он такой веселый и милый, максимально милый. Еще хотелось бы мне добавить ему сахарную вату в лапки, но я еще пока не придумала, как это сделать. Но он любитель сахарной ваты. Вяжется легко и быстро. Также я делала ему утяжку, хоть тут и не сильно заметно, так как голова у него более-менее круглая. Тоже через попу, чтобы он был такой сидячий, стоячий и хорошо сидел на столе. Вяжется легко, но расход пряжи довольно-таки большой для такой маленькой игрушки, но только из-за того, что тут шляпка. Ну, в целом можно это учитывать. Также, получается, и наполнитель уходит тоже в шляпку. Вот 10 сантиметров. Но мне нравится, как он получился. Такой милашка, как я и хотела. Мне нравится, что он цельно вязаный. Тут минимум каких-либо заморочек. Это просто я заморочилась и вышила тут улыбочку. Можно было просто сделать носик, вышить носик и просто там ротик вышить. И все, было бы достаточно, но мне вот захотелось оформить его именно так. А остальное, получается, ушки вывязываются, рожки вывязываются. Все очень легко и быстро. И такой необычный и узнаваемый герой из мультика получается. Также можно связать его в любой другой одежке, так как в течение всего мультика одежда у него меняется, и можно его в разных образах связать. Ну, как держать за основу вот этот мастер-класс. Спасибо Любочке за такой прикольный мастер-класс, и что не обошла мимо такого персонажа.
Это один из моих самых любимых персонажей вообще из всех мультиков. Я только ради него стала смотреть этот мультик. Вот, и не пожалела. Был у меня такой недовяз. Вот такая жабка. Я, если честно, уже и не помню, и кто автор, где я эту схему нашла. И даже если меня попросят повторить такую же самую, я навряд ли это сделаю, потому что я не помню точной схемы и вообще, как я ее вязала. То есть она у меня лежала в недовязанных, потому что были незакончены глазки. Также она не была оформлена. И я добавила ей как аксессуар такой цветок с блестяшками. Такой довольно-таки крупный. Вместо сумочки можно расценивать как сумочка или просто такой красивый аксессуар. Можно хоть посередине. Будет как щит. Или сбоку будет как сумочка такая. Тоже съемный. Постаралась вывязать что-то наподобие лианы или какой-то такой веточки с листиками. Ростом она небольшая получается. Без учета глаз, наверное, буду мерить. Около 15-16 сантиметров в высоту. Вязала ее из пряжи Alize Softy Plus. Такой нежно-мятный цвет. Мне вообще нравится палитра цветов в Alize Softy и Alize Softy Plus. Там все цвета такие детские, нежные. И вообще ниточка эта мне очень нравится. Она такая вроде как махровая, но и тем не менее очень мягкая и приятная на ощупь. И очень большой плюс то, что она не ворсится, не сыпется. И ею можно легко вязать, распускать, а также делать кольцо амигуруми и так далее. Единственный минус, что чуть-чуть бывает сложность, не все петли видно. Я вяжу так на ощупь, и в принципе меня это устраивает. Можно считать это большая версия или как увеличенная версия бабл жабки. Даже не знаю, кто это, мальчик или девочка. Это уже на усмотрение покупателей. Вот такой пузатик. Он, наверное, даже не сидит. А нет, сидит. Сидит пузатик. А глазки у нее 16 миллиметров. У меня заказали 50 котят. И всех нужно было связать в натуральных цветах, натуральных оттенках. И такие котята получились. Вяжу их по мастер-классу от Антонины Дегтяревой. И вот такие пирожочки получаются. Изначально по мастер-классу вот эти щечки, они вышиваются, а ушки вывязываются. Но у Антонины есть дополнение на этот мастер-класс, как его сделать цельно вязаным. То есть полностью по ходу вязания вывязывать ушки, вывязывать мордочку. Я их вяжу чуть-чуть по-своему. И сейчас покажу вам поближе, каких оттенков и цветов, расцветок я их связала. Так, вот такой вот рыжик. Рыжих немного, мне кажется, они не сильно ходовые. Вроде бы так говорят. Черных побольше. Все с розовыми носиками, глазки 8 миллиметров. На черных я вышивала усики белым цветом, а на серых и на других светлых уже темным цветом вышивала усики. Вот. Носики лепила сама из полимерной глины. Племянник мне тоже помогал. Просто вручную леплю вот такие маленькие овальные, или можно сказать треугольные носики. Или можно купить носики самые маленькие 5 миллиметров, 5-4 миллиметра. Или просто вышить. Так, вот такая молочная. Молочных тоже немного. Такие трехцветные. Такая трехцветная и вот такая трехцветная. Я вспомнила, что есть же кошечки такие, может быть и коты,
такой расцветки. Получается, там белый цвет идет, рыжий и черный. И решила несколько штук таких связать. Может, кто-то в них увидит своего питомца, своего котика. А также серых, вот таких темно-серых, светло-серых немного. Ну вот, есть серых котиков тоже очень много пород серых, как и обычные дворовые, так и британские, там шотландские и так далее. Сибирская вроде бы еще. Так, кого еще я не показала? Да, и вроде бы всех показала. Вот черные просто у меня есть двух видов. Есть вот такие вот маленькие, а есть чуть-чуть побольше. Вот. Такие милашки получаются, милые пирожочки. Вяжу их уже давно на постоянной основе. Люди любят котиков, и я их понимаю. Потому вяжем то, что в спросе, и то, что заказывают. Ростом они могут получиться чуть-чуть разные в зависимости от пряжи, от толщины пряжи. Вот 6 сантиметров в длину, если мерить так. Без хвостика, без учета хвостика. Также уже прикрепила им брелки и буду готовиться отправлять. Всем привет! А сегодня хочу поделиться игрушкой, которую я вяжу на данный момент. И это вот такая очередная феечка, эльфийка, куколка. Как я уже и говорила, когда я вязала динь-динь, у меня еще было много идей, каких можно создать фей или сказочных каких-то эльфиек. И вот решила сделать вот в таких цветах. Платье у нее будет, скорее всего, полностью голубое. Я еще до конца не уверена. А также в этот раз, чтобы укрепить шею, я сделала вот такую конструкцию. Тоже внутри, получается, там проволока. Далее я ее обмотала плюшевой пряжей. Ну и еще приклеила вот на концы наполнитель холофайбер. Ну, чтобы, если что, вдруг, то нигде это не вылезло. И было более-менее подходящим под то, что будет в середине. И вот такая будет феечка или эльфичка. Далее я буду тут вывязывать платье. Еще особо не решила, какое оно будет, но примерно я представляю. Изначально я хотела сделать эту девочку в таком нежно-голубом и с добавлением вот такого цвета. Ну, чтобы именно платье было, или какие-то аксессуары были в таком цвете, в сиреневом, или цветы, допустим, если это у меня будет цветочная все-таки фея, как я изначально хотела. И изначально я думала, будут волосы такие, но я еще думаю, сделать мне все-таки волосы таким цветом или другим, так как предыдущая фея у меня с таким цветом волос, возможно, лучше сделать, чтобы она отличалась от предыдущего варианта и была совершенно на нее не похожа ни цветом волос, ни самим платьем. И также я хочу попробовать сделать ей другую прическу. Но я еще думаю над вариантами. И вообще я думала сделать 2 хвостика. Как бы высоких, таких объемных, но еще у меня есть несколько вариантов, как их можно сделать. Ну вот, посмотрим, насколько сойдутся мысли в итоговом варианте и насколько получится это то, что я хотела и то, что я задумывала изначально. Также я хотела еще подошву тут обвязать ей. В этот раз я хочу, чтобы тут были такие, как туфельки. То есть они не закругленные были, а с такой плоской подошвой. И насчет платья хочу, чтобы оно было многослойное. И попробую использовать фатин
впервые он у меня есть. Мне очень хотелось попробовать, но я не знаю, получится или нет. Вот цвет тела я оставила такой же нежно-розовый, как и у первой эльфиечки или феечки. Так как он подходит, мне так кажется. Он не сильно прям насыщенно розовый, ну и, мне кажется, к цвету тела хорошо подходит. Хоть, возможно, смотря с каким цветом платья. Тут сверху я планирую за эту заднюю полупетлю тоже вывязать какие-то воланы или какое-то красивое тут оформление. Ну, и еще буду пробовать. Ну, а так, вот этот, кстати, штрик, он прям до сюда идет. То есть довольно-таки большой, чтоб голова, даже если бы он тут где-то заканчивался, то, возможно, это было бы не так надежно. А так он на максимальной длине. Так как тут я плотно вяжу и также закрепила, вернее, приклеила еще и наполнитель на двух концах, очень маленькая вероятность, что эта проволока может где-то вылезть, так как я еще и плотно напиваю. Ну, вот такие дела. Глазки, так же, как и у первой феечки, планирую делать черные. Ну, а там дальше посмотрим, что выйдет. Изначально я ее задумывала как цветочную фею, а там уже, возможно, что-то может пойти не так. И вот такие ушки тоже уже связала. Все, осталось только голова, оформить платье, тут вывязать и парик, а также там моменты по утяжке, оформлению, и все. Забыла показать, вот такой фатин собираюсь использовать. Мне просто нравится, что он такой с блестяшками и навеивает такое волшебное настроение. И надеюсь, будет красиво. И вообще, я первый раз работаю с фатином и надеюсь, что получится у меня его использовать, так как мне бы очень хотелось, чтобы это платье вышло таким пышным и воздушным. Хочу показать вам свое небольшое продвижение по куколке и рассказать подробности. Долго вчера вечером мучилась над юбочкой, несколько вариантов пробовала, и такое, распускала нитку, выкидывала, потому что после распуска она уже не годилась для использования. И получился такой вариант юбочки, как платьице. Изначально до юбки я сделала вот эту оборку вверху, как верх платьица. И он у меня получился в виде таких шишечек. И мне эти шишечки напомнили какие-то мыльные пузырьки или капельки воды. Еще я сделала такую, как обводку белую. Ну, не знаю, я подумала, возможно, это будет какая-нибудь морская фея или водная, на какую-то такую тематику, морскую. И потому думаю, значит, мне нужно вот эту юбку сделать в виде каких-то волн или чего-то такого мягкого, что будет ассоциироваться с водой, с морем. Но в итоге у меня получились лепестки. Потому, я не знаю, скорее всего, опять же, вернулась к цветочной фее. Скорее всего, да. Юбка у меня такая не сильно длинная вышла. Она хоть чуть-чуть прикрывает шортики, но не до конца. Это я так и задумывала, так как я еще предполагала, что у меня будет подюбник из фатина, который я вам показывала. Изначально хотела использовать два таких цвета, такой и такой. Но потом я решила смешать еще и добавить третий цвет, вот такой нежно-розовый, чтобы это было более интересным. Но, если честно, вот если вот эту тоненькую полосочку взять и вот так вот притулить к платьицу, то она, можно сказать, просвещается и не сильно видно вообще какого цвета. Ну, ничего.
Я просто чуть-чуть расстроилась, что именно разнообразие цветов не будет так видно. Но уже как есть. Так как юбочка у меня идет закругленной, и вот тут оборка в платье тоже такие как закругленные мотивы, то и подъюбник я тоже хотела делать как будто лепестками закругленными. Не прямоугольные, не острые, а вот такие закругленные заготовки у меня получились. Получается вот так вот. Складывала пополам, потом наметывала ниточкой вот так. Ну, более мелкие шишки там были, что вот такие лепесточки там получались. И чередовала 3 цвета: розовый, сиреневый и голубой, такими лепесточками. И вот такая заготовка у меня получилась. Тут я уже измерила нужную мне длину для объема. Вот тут на бедрах, на талии. И хочу это пришить вот так вот под низ. Сама заготовка мне так понравилась, как выглядит, что я чуть-чуть даже, думаю, поспешила я с этой юбкой. Можно было бы просто вот такую юбку красивую сделать сверху. И все, и достаточно красиво бы смотрелась. Но ничего, это будет как для следующей куклы идея. И буду учитывать, какие варианты еще можно сделать. Ну, а это будет вот так вот под низ идти. И вот так. Не хотела слишком длинную ее делать, этот подъюбник. Ну, потому что изначально я не хотела длинное платье. Мне кажется, более милым смотрится, когда оно не сильно длинное. Возможно, еще потом как-то украшу вот тут. Еще буду думать. Ну, не знаю. Надеюсь, выйдет то, что я задумывала. И видите, глазки уже поставила. Осталось чуть-чуть головы довязать. И все. Ушки пришью. Парик свяжу. Оформлю и будет готово. Поэтому не знаю, следующее видео будет тоже этап или уже готовая куколка. Спасибо большое, что провели это время со мной. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. А я от всего сердца желаю вам здоровья и здоровья вашим хвостикам, вдохновения, мира и душевных сил. Пожалуйста, давайте беречь друг друга, давайте быть добрее и оставаться людьми. Я все прекрасно понимаю, сейчас такие времена, сейчас всем нам невероятно тяжело и больно. Но именно поэтому так важно сохранять внутреннее тепло и не вымещать эту боль на окружающих. Пусть наши любимые хобби и этот канал будут для нас местом для уюта и поддержки. Обнимаю вас и берегите себя. До свидания.